Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня очень нежная шаль, вот прям сама нежность, потому что петли Соломона, да, подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм, чтобы не пропустить видео мастер-классы, и смотрим, как вяжется вот такая нежная воздушная шаль, петли Соломона и пышные столбики. Прям очень-очень нежно, очень красиво. У меня слонимская пряжа, она идеально подходит под шали. 400 метров 100 грамм. На шаль уходит 100 грамм. Крючок 2,75. Можно троечку взять. Предлагаю посмотреть, как вяжется такая вот нежность. Очень интересная шаль с моими любимыми петлями Соломона. Вяжется прям просто-просто. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем в кольцо. Вяжем 1, 2, 3 в кольцо, еще один столбик с накидом, 2 воздушные петельки, еще 2 столбика. То есть в самом начале, в самом конце мы будем вязать вот такие боковые группы. 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. 1, 2, провязали. И еще повтор. 1 столбик, 2, 2 воздушные петельки и еще 1 столбик и 2. Так, провязать и вот сюда. Вот получилось у нас 4 с вами группы. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, разворачиваем вязание и в арочку из 2 петель вяжем 1 столбик с накидом и 2 воздушные, 2 столбика, 1 и 2 петли Соломона. Петля Соломона — это вот такое вытяжение. Вытянули ниточку, в петлю вдели крючок, и теперь между накидом и петелькой, вот в это место, столбик без накида. Это у нас петля Соломона. Опять вытянули петельку, сделали накид протянули в петлю, и теперь между петлей и ниточкой делаем столбик без накида. 2 петли Соломона. В центр вяжем, у нас будет все время центр, 2 столбика, 2 воздушные петельки. И продолжаем. Опять петля Соломона. Вытянули, в центр петли протянули крючок, между петлей и ниточкой столбик без накида. И еще разочек вытянули, сделали накид в петлю, между петлей и ниточкой столбик без накида. И провязываем боковую группу. Это значит 2 столбика и 2 воздушные петельки, 2 столбика. И обратно. 1, 2. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание, вяжем повтор наши 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И теперь в центр петель Соломона, вот в самый центр, нам нужно связать пышный столбик. Вкалываем крючок, вытягиваем ниточку. 1, 2, 3, 4. Провязываем вместе 4 петли. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. И еще у нас будет 2 лепесточка только лишь. 1, 2, 3, 4. Пышный столбик наш провязываем. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в центр вяжем 2 столбика, 2 воздушные петельки,
2 столбика, 1 и 2. Вот такая у нас основа, которая будет постоянно повторяться. 1, 2, 3, 4. Это мы с вами связали основной узор. 4 воздушные петли в центр. 1, 2, 3, 4. Так, 4. Какой-то неудачный. Пышный столбик не удался. Еще разочек. Такое бывает, ничего страшного. Выделили центр и вытягиваем. Делаем накид и вытяжение. Провязали. 1, 2, 3, 4. И опять пышный столбик. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 воздушные петли и наша боковая группа, которая вяжется всегда одинаково. 1, 2 и еще 1, 2. Раз, два, 3 воздушные петли, поворачиваем на обратную сторону и вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. 1, 2. И вот смотрите, теперь у нас будет 2 ряда петель Соломона. После того, как мы связали с вами пышные столбики, вытягиваем петелечку, крючок в петлю, между петлей и ниточкой столбик без накида. Провязали 2 петли Соломона. В центр пышных столбиков столбик без накида. Еще 2 петли Соломона. Петли Соломона — это очень интересный прием узора. Обязательно попробуйте. Это очень всегда красиво, нежно смотрится. Нужно научиться. Центральную полосочку мы всегда вяжем тоже одинаково. 2 воздушные. Петля Соломона. И еще петля Соломона. Находим наши пышные столбики по центру, столбик без накида. 2 петли Соломона и наша боковая группа. С накидом. Так. 1, 2. 2 воздушные, легко запомнить, да? 1 и 2. 3 петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Вяжем наши боковые петельки. 1, 2. И в этом ряду у нас тоже будут петли Соломона. Вот что у нас получается. Вот так вот все нежно и красиво. 4 воздушные, нет, 2 петли Соломона, извините. А уже потом 4 петли и пышный столбик. То есть все очень-очень легко запоминается. 2 петли Соломона в центр петель Соломона. Еще 1, 2. 2 петли Соломона в центр. И еще. То есть получается у нас с вами было 2 группы петель Соломона, а теперь 3. И соответственно пышных столбиков тоже будет чуть больше. У нас был 1, а в следующем ряду мы будем вязать пышные столбики в одном месте,
во втором месте и в третьем. Повторяем. Это у нас получается половинка шали бактуса. По центру мы провязали с вами столбики и делаем повтор первой половинки. Вот. Такая красота. Потом пышный столбик, пышные столбики, пышные столбики и 2 ряда петель Соломона. Давайте попробуем повязать. Провязала еще пару рядочков. Смотрите, какая нежная шаль получается. Петли Соломона, они придают воздушность и красоту. Нежную, очень нежную красоту. Мы с вами разобрали, что у нас идет один ряд пышные столбики и воздушные петли, 2 ряда петель Соломона. Опять пышные столбики и петли воздушные 4 штучки и 2 ряда. То есть очень-очень легко даже для любого начинающего. И хорошее расширение идет, потому что мы вяжем 2 части. Есть такой вопрос, как обвязать, возникнет. Вообще у меня есть на YouTube эту обвязку, я очень часто применяю. Она очень подходит. Вот, допустим, вы связали всю шаль, которую вам хочется связать. Вяжем петлю Соломона и 1, 2, 3, 4, допустим, воздушные петельки. Столбик с 2 накидами в центр. 1. Можно здесь связать пышный столбик, как вам нравится. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся в самое начало. И провязываем петлю Соломона. Петля Соломона у нас всегда крепится в центр между 2 петель. Вот он. Вот. То есть связали шаль. Можно несколько раз сделать несколько рядочков петли Соломон, а потом вот такое окончание. А можно пышный столбик вытянуть точно так же, как вам понравится. Вот, и в итоге будет вот такая красивая очень шалька, да? Петли. Давайте вытянутую сделаем. Пышный столбик вытянутый. Петля Соломона у нас есть. Также вяжем 1, 2, 3, 4 и в центр вытягиваем 1, 2, 3, 4. Вытянули. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся и вяжем петлю Соломона. То есть 2 варианта, которые очень хорошо подходят к этой шали. И опять в центр петель Соломона возвращаемся. То есть можно сделать такую обвязку, можно такую, как вам нравится. Можно просто петлями Соломона обвязать, это будет очень красиво. Петли Соломона всегда красиво смотрятся. Вот такая идея такой шали бактуса на весну. Я думаю, идея вам должна понравиться. Я обожаю петли Соломона. И если где-то вижу что-то подобное, всегда обязательно заношу в копилочку. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Надеюсь, шаль вам понравится. Эти идеи это очень хорошие. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной. До новых встреч!